Жили-были шорты, идеальные по крою и размеру, но на тренировках, в походах и путешествиях они устали, и я решила их повторить. Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Для новых шортов я выбрала потрясающий хлопок с лайкрой в гавайском стиле. Обычно я пользуюсь профессиональными лекалами, но сегодня покажу, как переснимаю выкройку с готовой вещи. Я стелю на стол махровое полотенце, сверху бумагу для выкройки, затем шорты и прижимаю книжкой, чтобы зафиксировать на месте. Начинаю с передней половинки. Беру обычную булавку и делаю проколы вдоль плоско лежащих швов. Сначала вдоль среднего или банта, затем вдоль шва притачивания пояса, боковых швов, нижний срез. Теперь нужно отметить на бумаге все точки. Мне удобнее это делать фломастером. Дальше нужно уточнить все размеры деталей, сверяясь с оригиналом. Измеряю самую широкую часть детали и вношу корректировку. Затем то же самое проделываю с верхним и нижним срезами. Теперь можно вычертить уточненные линии выкройки. С задней половинкой немного сложнее, она шире передней, поэтому на бумаге нужно добавить видимую часть этой детали. То есть, если от шагового шва до сгиба границы с бумагой 2 см, то 2 см я откладываю, прибавляю. Не сдвигая шортов изнутри, делаю проколы вдоль пояса и среднего шва. Снова измеряю самую широкую часть детали и корректирую свою выкройку. Наношу откосок и гульфик по размерам оригинала. У этих шортов вместо молнии вточной трикотажный клин и шнуровка на поясе, поэтому я отдельно переснимаю декоративную деталь под шнуровку. А это спецзаказ, глубокие карманы, которых не было в оригинале. И еще одно изменение. Шорты должны быть длиннее на пару сантиметров, которые я и добавляю к нижнему срезу, плюс 4,5 сантиметра на подгибку. Все остальные срезы я не вычерчиваю на ткани, а краю прибавляя 1 см на шов. Не делать лишних телодвижений мне помогает многолетняя практика. Проклеиваю дублерином все детали пояса и входы в карманы. Шорты шить просто, поэтому я покажу вам только два самых сложных узла – карман и необычный участок, заменяющий молнию с пуговицей на вточной клин и шнуровку. С карманов я и начала. Стачиваю боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. В процессе кроя я сделала насечки на деталях переда. Затем скалываю детали мешковины с боковыми срезами передней и задней половинок. Деталь с подзором на заднюю, а детали сетки, соответственно, на переднюю. После стачивания заутюживаю мешковины на переднюю половинку шортов. Осталось соединить детали мешковины между собой.
и окантовать эластичной бейкой. Для этого я использую шов зигзаг. Обметываю, ставлю в уголках закрепки. Вточной клин по сути трапеция с обработанными верхним и нижним срезами. Одна сторона этой трапеции пришивается на левой половинке переда к подзору гульфика и цельнокроенному подзору пояса. Заметьте, средний и задний шов уже сшит, а лицевая часть пояса пришита к шортам. На правой половинке клин вшивается между откоском и его подзором, а также лицевой и изнаночной деталями пояса. Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. К сожалению, в домашних условиях у меня нет возможности аккуратно поставить блочки, и я отправилась в мастерскую. Теперь осталось разметить линии притачивания и водрузить детали на законное место. Я прометала на поясе 2 петли для шнура и сделала закрепки, как в оригинале. Последний штрих – шнуровка. Найдите 10 отличий. Настало время испытаний. 5 минут, полет нормальный. Подожди.